Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И несмотря на то, что вот это вот у нас бюджетник, это Redmi 13C, который у меня, к слову, на руках, наверное, месяца два уже. Здесь есть о чем рассказать. И почему? Потому что, во-первых, здесь у нас уже Type-C-шник, и это круто. Во-вторых, здесь IPS, значит, здесь нет никакого шима. В-третьих, здесь полноценный лоток, две карты, симки и карта памяти до 1 терабайта. Сканер отпечатков пальцев работает неплохо в кнопке питания, и я его настроил на нажатие. Если говорить про, в принципе, смартфон, хочется сказать, что несмотря на подбородок и несмотря на каплю, здесь есть что тестировать и есть о чем говорить. И фотки очень даже удачные. Подписываемся на канал с колоколом, смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в бюджетной белой коробке с названием и краткими характеристиками модели. Но отмечу, что теперь она выглядит слегка иначе, если сравнивать с упаковками прошлых моделей. В комплекте мы имеем сам смартфон, краткое руководство, ключ для извлечения полноценного слота под 2 нано-сим-карты и карту памяти до 1 терабайта, кабель с USB-A на Type-C, а блока питания в комплекте нет, за что огромнейший минус. Как и за то, что нет защитной пленки на экране и нет чехла. Вот защитную пленку могли бы наклеить там 30 центов, а для них вообще, наверное, 5. Отмечу, что если вы покупаете версию без NFC, то блок питания в комплекте будет, но только до 10 Вт. Весит смартфон 192 грамма, а габариты 168 на 78 на 10,5 мм вместе с блоком камер. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно на канале для стримов по ссылке в описании. Как раз завтра, а для вас, наверное, сегодня и будем разыгрывать. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. Приобрести Xiaomi Redmi 13C можно в черной, темно-синей, ледниково-белой и зеленой расцветке. Дизайн смартфона сильно изменился по сравнению с 12C, но с фронтальной части все так же каплевидный вырез под фронтальную камеру и громаднейший подбородок. 13C имеет похожий внешний вид со смартфонами линейки Note 13. Выглядит данная модель хорошо, материалы, конечно, бюджетные, но в целом все неплохо. Рамка пластиковая, как и тыльная часть, грани прямые, и из-за того, что он легкий, в руке смартфон лежит удобно. Но одной рукой пользоваться им некомфортно. Далее на корпусе расположили качели регулировки громкости, кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, при том, что то, что другое без люфта, в отличие от, допустим, какого-нибудь Honor Magic 6 Pro. Напомню, что в 12C сканер находился на тыльной части корпуса. Далее есть мини-джек на 3,5 мм, выполнен не сильно колхозно, и разъем Type-C. Тоже отличный шаг вперед, а то устаревший micro-USB в 12C совсем не радовал. Напоминаю, что да, 13C это тот же самый Poco C65, только дешевле. Для вывода звука используется один основной динамик, один разговорный. Звучание, как вы уже поняли, здесь моно, а качество звука обыкновенное, плохое. То есть, если кто-то скажет вам, что здесь плохое качество звука, логично, за 8000 рублей вряд ли что-то другое и будет. Вибромотор слабенький, но настраиваемый, и для данной ценовой категории он неплохой, пусть и настройка довольно топорная, а не точечная. А и, к слову, здесь есть эквалайзер для этого одного монодинамика. И когда вы скажете, что за убожество моно, еще вспомните Honor 90, который стоит 30-ник с лишним, и там тоже один динамик. Переходим дальше. Установлен здесь IPS-дисплей на 6,74 дюйма, просто огромный, с разрешением 1600 на 720 пикселей, с плотностью пикселей в 260 ppi, защитой Corning Gorilla Glass и частотой обновления экрана до 90 Гц. Матрица экрана абсолютно плоская, как вы понимаете, шима здесь нет, потому что это IPS, светового индикатора уведомлений тоже нет, а ODA тоже нет. Пиковая яркость указана 600 нит, к сожалению, максималку он выдает 400 люксов, яркости экрану мало, но это типичная яркость для IPS экранов и в принципе терпимо. Даже на солнце вы что-то там разглядите, потому что будете делать тенек, но комфорта будет 0. В помещении комфорта достаточно, даже на 400 люксов. Автоматическая регулировка яркости в принципе иногда работает нормально, мультитач поддерживается, экран откликается на 10 касаний одновременно, но долго, плохо и мучительно. Вообще тач здесь не лучший. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев. Их 5 штук можно завести одних и тех же, и разблокировкой по лицу. Их 2 можно завести и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев, кстати, у меня сейчас уже работает хорошо, потому что раньше по отзывам он работал у народа плохо. И если говорить о разблокировке по лицу, для того, чтобы его разблокировать, под углом он у вас будет разблокироваться с проблемой. То есть нужно перед собой все-таки держать телефон. Если
если хотите разблокировки по лицу. По экрану большой разницы от экрана 12C в использовании особо нет, а в цифрах, да, теперь у нас вместо 60 Гц 90 Гц. Плавность чуть-чуть ощущается. То есть отрисовки мощности процессора хватает, но он здесь и не совсем мрачный. Понятно, что здесь процессор используется MediaTek Helio G85 с техпроцессом 12 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота у него 2 ГГц, графический процессор Mali G52MP2, кстати, такой же, как в прошлой модели. Оперативная память LPDDR4X на 4, 6 и 8 ГБ. Внутренняя память медленная eMMC 5.1 на 128 и 256 ГБ. Надеемся, что в последующие модели они поменяют тип внутренней памяти, потому что это вообще мрак. Теперь минималка по УЗУ 4 ГБ, хотя я рекомендую брать, конечно, 6 или 8. Интерфейс MIUI 14 на базе Android 13 версии. Обновления приходят, но хочу отметить, что на данный момент с новыми обновлениями появляются новые проблемы. Не скажу, что критичные, но однозначно неприятные. Если вы читали, что произошло с минорным обновлением от Xiaomi в последнее время, то я напомню, что смартфоны некоторые ушли в ребут из-за обновления шторки. И да, они не окирпичились, но вся информация с них потерялась. Таких людей немного, в сервисах бесплатно все это дело ремонтируют, но у Xiaomi на моей памяти за 6 лет это первый раз такой глобальный фейл. Так что стабильность, добро пожаловать на iOS, да? Шучу. Разумеется, можно рассмотреть Infinix в этой ценовой категории с более новым железом, но ПО, разумеется, лучше у Xiaomi. И опять же, за 8000 у Infinix ничего аналогичного с лучшим железом я не знаю. Можете написать внизу. 8000 рублей у вас. Вот что вы купите. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, 5G сети смартфон не поддерживает. Зато есть VoLTE. Для 4G все бенды на борту. По отзывам, виртуальный датчик приближения работал ужасно, у меня датчик работает отлично, я не знаю почему. Есть запись разговора без уведомления собеседника о начале записи. Bluetooth версии 5.3, аудиокодеков достаточно. FM-радио работает только с наушниками. Xiaomi Redmi 13C можно приобрести как с поддержкой NFC, так и без нее. Многим она просто будет не нужна. Так MirPay устанавливаем и оплачиваем. GPS-тест показывает стандартную точность в 1 метр, но определяет смартфон в местоположении достаточно долго. И напоминаю, что это хуже, чем Qualcomm-овские 3. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке он выдал довольно скромные 6 часов 53 минуты. Притом, прямо скажем, такой результат для IPS вроде бы стандартный, но мы понимаем, что это не 12 часов, как каких-то других смартфонов. Тест я проводил, разумеется, на максимальной яркости при максимальной частоте обновления экрана. 13C поддерживает быструю зарядку до 18 Вт и заряжается у меня от 0 до сотки родным адаптером от Xiaomi на 120 Вт 2 часа 17 минут. Иногда 2 часа 10 минут. Несколько раз его заряжал. При просмотре видео на YouTube по Wi-Fi за час у меня уходит примерно 5-6% заряда, а в играх в час уходит в среднем 23-24. Играть не кайфово. Играл я в PUBG полчаса. Тач работает плохо. Через 15 минут смартфон еще подгревается, еще сбрасывает яркость еще на 100 люксов. То есть так он 390, а так он в игре 250 уже становится. Хотя ты особо не замечаешь, потому что 390 это тоже довольно тусклый экранчик. Перейдем к тестам. Тротлинг тест он проходит стабильно, но с очень небольшими цифрами. 137 гипсов максимум, 135 гипсов в среднем и 126 гипсов минимум. Сколько он выбивает в Geekbench, Antutu и всем остальном вы видите. Storage тест в Antutu позорный, 15 тысяч баллов. В Antutu он, в принципе, то, что выбил 270 тысяч баллов, это тоже печаль. В целом, желание разбить этот смартфон отсутствует. Он не так сильно тормозит, но быстрым его точно не назвать. Переходим к камерам. Основной сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 1.8, вспомогательным сенсором и макросенсором на 2 мегапикселя с апертурой 2.4, плюс есть LED-вспышка. По факту здесь, в общем, два сенсора. Максимальное разрешение для съемки видео с основного сенсора 1080p 30 fps, фронтальный сенсор на 8 мегапикселей с апертурой 2.0, и особой разницы между основой и фронталкой вы не увидите. Максимальное разрешение для съемки видео такое же 1080p 30 fps. Смотрим в моей личной телеге исходники, и я вам скажу, ну понятно, что это не какие-нибудь флагманы, но когда ты думаешь о том, что вот смартфон уже за $80 может так снимать, это неплохо, это прям очень хорошо. Ну что, 1080p 30 fps без какой-то там стабилизации, допустим, упор делаем и снимаем максимально плавно. Ну, главное снимает, правильно? Тоже касается фронталки, главное, как говорится, этот смарт снимает. И даже микрофон у него работает. Капля, конечно, это капля. И немного фудблогинга, кофе и круассан. Вне зависимости от того, на что вы снимаете, еда всегда еда. И еще немного фудблогинга без стабилизатора паста. Даже на такой смартфон можно красивые штуки и питательные снимать, и будет даже очень ничего. Так, мы не ищем легких путей. Я понимаю, что смартфон довольно дешевый,
камера дешевая, но все же те же самые алгоритмы. Алгоритмы заключаются в том, что мы всегда с вами снимаем, как смартфон может снимать, как варится кофе в гейзерной кофеварке. Фокус, вот я ему помог пальцем, стабилизатор вы сами видите. Насчет красоты эксперимента не обессудьте, но главное, для вас же эффект, правильно, и вы сможете оценить для себя, кто еще из смартфонов удовлетворяет вашу потребность в подсъеме вашей еды или еще чего-нибудь. Так, все. В целом, не все мракобесно. И кто не курит, тот и не пьет, тот здоровеньким умрет. Да, я вот таких штуковин штуки 4 в день выпиваю. И ничего. Компенсирую отсутствие курения и алкоголя. Так, ну что? Кто смотрит примеры видео для этого смартфона? Напишите мне в комментах. Мне прям интересно, что это ультрабюджет. Фронталка 1080p 30 fps. Освещение очень хорошее. Такое солнце не прямое, уже закат. И вот так вы сможете себя снимать на улице. Я считаю, в идеальных условиях для съемки. То есть здесь свет рассеянный, никаких теней. Может, чуть-чуть не хватает солнца. Основной модуль 1080p 30 fps. Стою на месте. Съемка с двух рук. И да, нужен штатив, потому что стабилизация здесь не пахнет. С цветами какая-то беда, что неудивительно. И вот так вы сможете снимать, если захотите, на этот смарт. X здесь максимальный, опять же, в 1080p 30 fps. X6 лучше про него вообще забыть. По поводу всяких автофокусов. Ну вот смотрите, есть. Притом он отрабатывает довольно адекватно. Так, ну что, 1080p 30 fps. Съемка с одной руки, с двух рук. Нулевая просто стабильность при съемке. Ночная съемка, конечно, это полный атас. Ну и что, как говорится, зато вы видите, что ночью лучше не снимать, потому что по мне это просто одни пятна. Это примерно так же, как если с телевика какого-нибудь флагмана снимать, даже если у него стабилизация, ты идешь. Вот то же самое получается здесь с основного модуля, только можешь не идти. И фронталка примерно работает чуть-чуть лучше, потому что ты когда снимаешь, ты стараешься не идти. Если стараться идти, то вы сами видите ночь. Ночь, улица, лучше так не делать. И еще немного в помещении под съема. Ну вот так. Не супер волшебно, но и не супер плохо. Ну а фронталка вам будет, скорее всего, нравиться, несмотря на то, что здесь шумы. Почему? Потому что когда низкое качество камеры, вам будет казаться, что это как фильтр. То есть вы выглядеть будете моложе, меньше морщин, меньше каких-то пигментных пятен. Все же в одно сливается, как мультик. Считайте, это такой фильтр. Минусы: скромная зарядка, мало яркости, нет ЭК-порта, нет чехла в комплекте, нет защитной пленки, и в модели с NFC нет блока питания. Огромнейший подбородок и каплевидный вырез, он, конечно, убивают. Вот хотя бы подбородка бы такого бы не было. И смартфон огромный. Разумеется, здесь можно долго перечислять с разрешением экрана и всем остальном, но опять же помним стоимость. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. На Али в марте аж 2 распродажи, да и в принципе каждый месяц распродажи. Смотрите телегу скидок, подписывайтесь на нее, и будет вам радость. Купите вы что-то выгодно 100%. Не забудьте подписаться на болталку, у нас там 17 тысяч человек. Что-нибудь народ вам посоветует, может даже дешевле, чем этот смартфон. Хотя я таких не знаю смартфонов, чтобы у них все было получше, но они были бы дешевле. И мой личный телеграм-канал, где, я повторяюсь, вы можете скачать исходники. Смотрите, сегодня на плохом курсе на Али. Что такое плохой курс? Это когда нет распродажи. Хотя, возможно, завтра уже начнется она с 4 марта. Этот смартфон стоит 8600 рублей. На моем аккаунте, там, к сожалению, на разных аккаунтах по-разному показано. Понятно, что без модуля NFC. Но что вы получаете? Вы получаете смарт с Type-C-шником, камерой, которая может, в принципе, снять неплохую фотографию в правильных руках и при правильном освещении. В принципе, неплохую автономность. Хотя понятно, что 7 часов нет в PC-марке. Но с другой стороны, здесь бесшимный экран, здесь 2 симки физические и карта памяти. Если вы знаете за эти деньги на нормальном ПО что-то лучшее,
Хорошо, я такого не знаю, потому что все, что было в этом районе у меня на руках, и когда я это дело тестировал, хотелось разбить о стену. Понятно, что это Poco C65, то есть можете его, если он дешевле, брать. Понятно, что от 12C он мало чем отличается с точки зрения именно там внутрянки, но с другой стороны Type-C по мне решает, во всяком случае для меня. Здесь море недостатков, начиная с капли, подбородка огромного размера и зарядки в 2 часа. Но, повторяюсь, мы должны помнить, сколько стоит устройство. И если это устройство вам выходит в районе 8000, то все, что можно взять и нужно брать от смартфона, вы получите. Фронталка есть, основная камера есть, все датчики работают адекватно. Зарядка, да, долгая, но все остальное здесь рабочее. Повторяюсь, что система работает так, что желания разбить об стену его нет. И даже можно поиграть в тот же PUBG или танки. Во все остальное более тяжелое, больше 3 минут вы не поиграете. И тач здесь работает, конечно, не фонтанно. В PUBG мне не понравилось в него играть. Хороший ультра-бюджетник. $80. 10 тысяч рублей уже нет. 8 тысяч рублей однозначно да. Почему? Потому что разница. Это 20%. Это то же самое, что Poco X6 и Poco X6 Pro. 20 или 24 тысячи. Вот такая же разница огромная между смартфоном за 8 тысяч и за 10 тысяч, чтобы вы понимали на цифрах. Повторяюсь, девайс сюда, подписывайтесь на канал с колоколом, смотрите, я обозреваю все, начиная с самых дешевых смартфонов и заканчивая самыми дорогими. Скоро будет 14 Ультра, была 24 Ультра, 14 Ультра от Xiaomi, 24 Ультра от Samsung. И вообще все смартфоны, что более-менее на слуху, кроме третьего эшелона, я стараюсь покупать, обозревать, потом продаю. И все по плюс-минус одному и тому же лекалу. Единственное, дорогие смарты мы еще сравниваем по видео и фото. Повторяюсь, девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.